Всем привет! Это вы удачно зашли. А я как раз приготовила жареную картошку. Да не просто жареную, а жареную со шкваркой картошку. Жареная картошка, вот казалось бы, вот это простейшее блюдо, в целом достаточно вкусный обед. А вот картошка, жареная с курдюком, со шкваркой, это что-то невероятное. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам этого пусть простого, пусть бюджетного, но безумно вкусного блюда картошки, жареной с курдюком вместе. Итак, курдюк тонко нарезаю. А для того, чтобы курдюк можно было тонко нарезать, предварительно подержала его в холодильнике, вернее в морозильнике. Прошу прощения. Отправляю курдюк в сковородку. Под закрытой крышкой даю курдюку растопиться. На это уходит примерно 10 минут. Огонь пока чуть ниже среднего. Ну что, зажариваю курдюк с одной стороны, затем переворачиваю и зажариваю с другой стороны до нежно-золотистой корочки. Вот теперь курдюк хорошенько пустил жир, а сам превратился в румяную шкварку. Картошку буду жарить вот именно на этом жире. Шкварка, а также растопленный жир курдюка и придает как раз-таки жареной картошке тот самый волшебный аромат, я бы даже сказала, особую изюминку. За это время я почистила картошку, помыла ее и положила в холодную воду, чтобы картошка не поменяла свой цвет, не потемнела. Теперь нарезаю картошку на достаточно большие кубики. При желании картошку также можно нарезать соломкой, но это не принципиально важно. Отправляю картошку в сковороду, прибавляю огня и под закрытой крышкой жарю картошку. Такой режим жарки позволяет обжарить картошку до нежно-золотистой корочки, но в то же время, пока жарится картошка, я сильно далеко от нее не отхожу. Пока жарится картошка, 2-3 раза надо ее мешать, при необходимости убавить огонь. В общем, надо бы проконтролировать процесс. Параллельно я почистила лук, помыла его, естественно. Теперь нарезаю лук на средние тонкие перышки, чуть-чуть солю, его, чтобы можно было обжарить лук до нежно-золотистой структуры. И отправляю его в сковороду. К этому моменту картошка должна быть полусырой, а дойдет картошка до полной готовности, дожарится до желанной корочки, естественно, уже вместе с луком. При желании шкварки от курдюка можно уже снять со сковородки, но шкварка придает особый штрих, особую изюминку этому, казалось бы, простейшему блюду. Поэтому рекомендую оставить шкварку и дать картошке полностью пропитаться ее ароматом. Ближе к готовности картошки мелко нарубаю укроп и насыпаю его сверху картошки. Но этот шаг можно пропустить, если вы не любитель зелени. Ну что, закрываю крышку сковородки, выключаю плиту, но сковороду с картошкой оставляю на плите примерно на 5 минут. И вуаля! Жареная со шкваркой картошка готова. Соль только крупная, а вот из пряностей ничего. Картошкой со шкваркой можно подавать котлеты, мясо, куры, приготовленные в разных вариациях. Картошкой со шкваркой я сегодня также подаю салат с баклажанами. Но если подавать к жареной картошке свежие овощи или зелень, то можно и поперчить ее. Друзья, обязательно приготовьте жареную со шкваркой картошку. Это очень вкусно. Я всем желаю приятного аппетита, а мы пойдем отведаем нашу картошечку, пока она горячая. Ведь самая вкусная жареная картошка – это горячая картошка. Всем спасибо за просмотр. И если видео понравилось вам, не забудьте поддержать его лайком. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя
гостях. Ведь я и рада, всегда вам рада.